вот, друзья, собственно, и все. Концерт окончен. Теперь можно так сказать, просто выход на бис. С чего начать? А начать надо с самого начала, так сказать. Вот. Не определившись с этим началом, вести какую-то там беседу крайне сложно. Вот. А начало это какое? Вот это все, то, что вы видите, вот это вот все окружающее. Элемент просто случайности, да? Как об этом говорят эволюционисты и там прочие атеисты, или это творение. Понимаете, вот это фундаментальный такой вопрос, как бы решив который для себя каждый, да, может двигаться тогда дальше. То, что это случайно, это, конечно, ну, на мой взгляд, это такая глупость, что просто, ну, я не знаю. Вот. Ну, даже если допустить, что это все случайно, просто так вот сложились обстоятельства, миллионы лет, что-то там куда-то накладывалось, появилась жизнь, да, появилась жизнь, и она начала развиваться, да, и вот развилась до того, чего развилась. Тогда все эти вот, то, что мы видели, все эти памятники, здесь упирается в вопрос, мы сейчас не можем это сделать, а раньше могли. То есть, понимаете, то есть как бы здесь уже не работает вот эта эволюция, то есть она в обратном порядке работает. Мы сейчас не способны это сделать. Технологии, там, все это так. Поэтому эволюционисты как выходят? Ну, возможно, это вот первый вариант забыли, а второй вариант инопланетяне. Вот, ну, тоже такая фантазия. Вот они привезли какую-то технологию, вот, ей пользовались, а потом забыли и, короче, там, вот. Или были сами инопланетяне, это там все делали. Ну, знаете, как бы, ну, хорошо, если вас это как-то устраивает, пожалуйста. Вот. Но тогда спрашивается вопрос, а сейчас где они? Инопланетяне вымерли, да? То есть, получается, тебе нужно придумывать и придумывать всякие различные фантазии, сказки и так далее, чтобы подтвердить свою собственную теорию. И если так задуматься, я вот один момент просто укажу на один момент, что сами вот эти современные, значит, ну, те, кто верят в инопланетян, да, они сами себе противоречат. Вот сейчас известно, что сейчас космос заполнен различными спутниками, которые якобы посылают сигналы во Вселенную и ловят сигналы, главное, ловят сигналы из Вселенной, которые как бы говорят о жизни, да, что вот именно есть где-то жизнь, вот пришел оттуда, откуда там сигнал, и вот на самом деле есть. Сигналов с космоса приходит огромное количество, оказывается, всякие волны, там всякие какие-то там, вот есть планеты-пульсары, или звезды-пульсары они называются, которые там, магнитное поле у них такое сильное, свет не проходит, они как-то так, когда поворачивается, свет получается там в одном месте только может выходить, или отражать. Вот. Короче, они сделали какой способ распознавать, что это просто какие-то волны, обычные волны там, или это все-таки разумный сигнал. Знаете, в чем фишка? А в том, что там должен быть в этом сигнале зашифрован код, да, ну там 1121112, там какой-то там, да, или там, я не знаю, ну какая-то там точка, тире, там тире, мы же понимаем, что это какой-то код. Любой формы, любой возможности, но в этом сигнале должен быть определенный код, какая-то последовательность. Вот так именно это определяет, что это разумный сигнал, что это разум, за этим разум стоит, да, за этим кодом. Ну, логично, я согласен, да, действительно так и есть. Но тогда можно задать вопрос, если это все случайно, а как насчет нашего генома, да?
нашего ДНК. Ведь это и есть код. И причем код очень такой красивый, сложный, прекрасный. То есть в основании любого живого существа, в его как бы основе, да, и просто возникновение живого существа возможно только через код. Да? Получается, за этим кодом стоит разум. Нет, это случайно. Здесь, значит, случайно, а с космоса ждут код, чтобы подтвердить разумность. Да? Ну, это я просто к тому, что вот я не могу это в нормальной голове, это как-то не укладывается. Кроме, если не брать фантазии, не фантазировать, это уложить невозможно. Знаете, я разворачивался. Паузу сделал небольшую. У меня села батарейка. Я не стал останавливаться, ее менять, профигачил сотни километров. Как раз это тот случай, когда вот она зависла, и она сейчас будет включаться, выключаться, пока не сядет батарея. Это вот проблема семерок. Вот с 12 пока, слава богу, все отлично. Но она на солнце вот тут стоит, поэтому она перегрелась. Когда перегревается, все, она... Весь этот мир, видимый наш, сотворен Творцом из ничего. Да-да, из ничего. То есть не из материи какой-то, что взял якобы материю Бог и там что-то там сделал. Нет. Мы знаем о том, что вот каждый материал имеет такую кристаллическую решетку. Вот она более плотная, у воздуха там не такая плотная, у стали там более плотная, ну и так далее, и так далее. То есть вот эта кристаллическая решетка, это есть определенный порядок. Идем дальше. Атом, да? Заглядываем внутрь атома. Что там? Электрон, протон, нейрон, да? Вот. Сейчас уже заглянули даже внутрь их. И что там нашли? Там уже нет частиц. Там есть просто энергии, да? Вот. И, скорее всего, это тоже неконечное. Что-то неконечное. И причем эта энергия, да, она, скажем так, зависит от того, как на нее смотрят. Если на нее смотрят, она такая. Если не смотрят, она другая. То есть такой антропный принцип. Антропный принцип создания вот нашего мира. В 6 главе все той же книги там указано очень коротко о грехопадении, ну так называемом грехопадении ангелов, небесных сил. Они спускались к дочерям человеческим, и от них рождались исполины. Получались какие-то существа, вот эти исполины, гиганты, титаны их называют, там разные у них есть варианты, великаны и тому подобное. Да? Одни умели летать, другие там плавать, но эти ангелы еще начали совокупляться, так скажем, размножаться с земным миром, то есть с животными. И вот эти существа, я забыл, как он называется, вот этот человек, полуконь, не из коня, а вверх человека. Вот, это не мифическое существо, это реальное существо. Все вот эти сфинксы, всякие вот эти с хвостами русалки, то есть русалы, да. И вот в этом Дидиме, да, там как раз эти существа и были сделаны. Вы думаете, что эти древние люди, да, которые сделали этот храм, они что там, сказочных героев, что ли, рисовали? Вот, да, все сказочные герои, это такая, знаете, проекция реальности вот в таком мифическом образе. Вот, поэтому вся эта греческая мифология, это не то, что я хочу сказать, что это все правда и так далее, но это было взято из реальной жизни. То есть эти существа существовали, вот, так как это время допотопное было, вот, и вот это размножение вот этих всяких тварей, вот, которые начали просто заполонять землю. И дело не в просто каких-то грехах человеческих, якобы, как мы сейчас думаем, а дело в том, что уже было падение совсем другого уровня. Вот. И
Короче, нужно было прекратить существование этого мира. Что Бог и сделал. А сами эти существа, понятно, они все обладали разными какими-то свойствами. У них были, да. И именно вот это вот, понимаете, в чем дело-то? Чтобы камень распилить, да, мы-то к нему относимся как к материи, а эти существа, зная вот эту структуру камня, не структуру даже, а вот его вообще как бы устройство этого камня, так как они существа небесного происхождения, да, они могли бестелесные, они могли проникать внутрь материи и, естественно, делать с ней все, что угодно. Вот. И, очевидно, вот я так предполагаю, что существа, полулюди, вот такие вот полуангелы, они могли свободно пилить эти камни, точить, переносить. Возможно, так как они, опять же, небесного происхождения, гравитация им тоже не важна была, не была у них какой-то проблемой. Поэтому там 100-тонные камни они могли переносить, перемещать и так далее, и так далее. Вот. Это вот один из ответов. Вот. Конечно, все это только предположение. Вот. Но любое предположение, оно всегда основывается на чем-то, да. Можно вообще там предполагать все, что угодно. Но вот об этом есть свидетельство. Кстати, есть апокрифическое. Вот сейчас спросите, а где же они теперь? Ну, потоп уничтожил основную массу. Спросите, где они теперь? А об этом говорит даже апостол Петр, да, апостол Петр, это уже наша эра. Он ссылается на книгу Еноха. Вот, есть такая древняя книга, апокрифическая. Вот, но она Еноху-то не принадлежит, 7-му от Адама, но, по крайней мере, это древняя авторитетная книга. Вот, и там сказано, что они заключены, связаны цепями, сатана и все его подельники связаны цепями и находятся в бездне, где-то в какой-то там пещере. Вот. Пытаются понять, где эта пещера, и есть предположение, что эта пещера находится в Антарктиде. Вот. Недаром туда Гитлер просто там какие-то нашел, там, не знаю, магические, мистические какие-то силы, наверняка это 100 пудов. Вот, и он туда устремлялся, там, потом в каком-то в 47-м году после войны американский флот поехали там искать нацистов, и их какие-то небесные, это исторический факт, можете проверить, небесные какие-то тарелки летающие расфигачили весь этот флот, и они оттуда удирали, как не знаю кто. Тут еду, руку правую убираю, мотоцикл едет, вот. Думаю, что за фигня? Круиз-контроль заработал, что ли, которого нет? Или у меня этот дроссель запал, или что? А на самом деле у меня вот эта пластмассина вылезла наружу вот сюда, и я за ручку зацепилась. Ё-моё, круиз-контроль работает. Итак, друзья, все на сегодня.
Сегодня день подошел к концу. И видите, где я нахожусь? Это... Так, как вам объяснить? В прошлом году я ночевал вон там. Вот этого кемпинга не было. Короче, ситуация, значит, следующая была. Ехал. Все думал, где там мне ночевать, там кемпинг, туда-сюда. Потом задал озеро. Думаю, ну-ка, сколько до озера, на котором я ночевал в 2020 году, когда была это, кто она? Турецкое кольцо. Турецкое кольцо, я там такое озерцо, я кликнул в навигатор 200 километров, а я до него. Я думаю, ё-моё, да я же знаю это озеро, думаю, найду туда заезд и там заночую. Ставлю навигатор, пофигачил по автобану. Короче, везде зеленый свет, что-то у них там, видать, это не работает или что. Короче говоря, фигачил, доехал до этого озера, заехал в этот поселок, в городок в этот, ё-моё, я крутился, и так, и сяк, и так. Не могу заехать на это озеро, и все там, какие-то дороги перекрыты, там вообще, я уже останавливался прямо на дороге, что думаю, нырнуть туда, бесполезно. Заехал в поселок, нет туда, давай с поселка выезжать. Короче, умудохался вообще, не могу на это озеро попасть. Потом, значит, думаю, елки, а сколько, думаю, километров вот до этого места? А в этом, там, вон там, вот буквально за этой горой я ночевал, тоже был свободное место. Думаю, я вспомню где. Нажал, короче, там 60 километров, 64 что ли показывает. Ё-моё, думаю, я сейчас один присест и я доеду. Короче, заезжаю в этот городок, давай вспоминаю, ну все, Аусфарт я правильно сделал, с автобана, все, туда-сюда, в город в этот заехал, вспомнил, ага, где-то думаю, тут вот кемпинг, тут все переделали, все перестроили. Короче, я уперся в шлагбаум, и на этом кемпинге я был, только он был, по-моему, бесплатный раньше, чисто просто такой там, как пикник такой был. Вот, я был в этом же году, в 20-м, да. И я, когда назад возвращался домой, я здесь вот остановился. Вот. Я уперся в этот шлагбаум, а этот, я знаю, что где-то вот он поблизости там от воротах. Мужика спросил, он, короче, говорит, там 8 евро получается, там с лир перевел. Я ему 10 отдал, поехал сюда, тут все переделали. Я еще подумал, может туда ломануться. А потом думаю, а вдруг там тоже забор. Вот. И буду зад-вперед ездить туда-сюда. Ну так и вышло. Вон, видите, этого кемпинга не было. Это все сделали новое. Поэтому наверняка там забор, а там и был забор. Только я через забор заезжал, и можно было это самое здесь остановиться. Так что я бы и здесь уперся в забор, и здесь. Теперь здесь вот этот мой столик. Вот такой вид. Поставлю сейчас палатку, зафигачу, покушаю, ё-моё. Что еще надо? Вообще красота. Я вообще, так сказать, сегодня жахнул капитально жахнул. Вот, надо сказать, вот принцип Бересневича, да, у Бересневича есть, он делает ровно по 100 километров. Вот, я придерживался примерно того же самого, но я так с утра там 150-200, потом где-то по 100, вот, но сегодня я специально решил попробовать по сотне. Сотню раз заезжаю, и честно сказать, это самый оптимальный вариант. То есть, как бы, ты еще думаешь, можешь ехать, но ты заехал, чуть-чуть взбодрился, чуть-чуть отошел, 5 минут там посидел, 10 воды попил, все, у тебя раз, и зрение как бы, а то вот так все сужается от постоянного движения. Опять сотню проехал, опять заехал. 100 километров самый сенокос. Это вот, возьмите на заметку тоже. Это на самом деле придерживайтесь этого, и вы будете двигаться. Я бы сейчас бы уже свалился бы. Уже бы точно, я бы там уже, короче. А так остановился еще раз и еще сотню зафигачил.
Вот. Так что все, я ставлю палатку, готовлю ужин. Ветрюга здесь такой, но ветер теплый. Вот оно море. Вот, так что все. Завтра я покидаю Турцию и думаю, я сейчас думал, наверное, все, на следующий год, все, что-то мне Турция, 4 года подряд я сюда фигачу, вот, и надо что-то поменять, короче, немножко. Так, ну вот, норматив выполнен, палатка стоит. Ё-моё, ветрища. Я вот установил палатку. Не знаю, 3-й дубль уже записываю, ё-моё. Что-то, видать, один аккумулятор совсем сдох. Показывает 100%, но камера отключается. Короче, норматив выполнен, палатка поставлена. Не хватает колышков. Я лишние 2 колышка выкинул. Вот сейчас бы они как раз понадобилось. Я эти хотел тоже еще думаю лишние возить. Получилось 6 веревок, а надо 8, чтобы она действительно стояла как надо. Вот, ну ничего, стоит вроде бы. И все, я переоделся. Вот он, не знаю, видно меня или нет. Вот, все, мотоцикл будет здесь. Сейчас надо что-то покушать, приготовить. Тут сейчас подъезжал этот турок, я... Вот так, короче, потому что там ветер невозможно. Я тут в проходе сел, чтобы не так это. Сейчас быстренько кофейку и суджук зажарим. Так, ну все, ужин готов. Вот у меня кофе, вот колбаски. Буду сидеть здесь, потому что туда я не пойду, там на ветродуе. Все, короче, завтракаю и вытягиваю ноги вытягиваю и спать. Доброе утро. Ну, палатка моя выстояла. Мутузила вот так вот все. Потом где-то уже, наверное, ближе к утру ветер начал стихать. Вот она осырела что-то. Ну да, здесь влажно. Вот. Ну, все нормально. Заглянул в палатку, что-то посмотрел, вон. Бардак, убирать неохота. Думаю, где же ты, моя женушка моя любимая? Сейчас бы навела порядок, все сложила, все ровненько. А тут это белье упало куда-то в ноги туда, я его там ночью затолкал. Но это здесь проветрится все быстренько. Так, сейчас мы заварим кофе. Так что так. Да, все обустраивается. Видите? Вот. Там они, короче, все готовят. Там домики, видать, для это самое. Тут для палаток места. Удобно, да. Удобно. Вот палатки поставил, тут, да, 1-2 палатки, да, допустим. Тут сидишь, кушаешь. Там выбрал место, там. Молодцы. То есть, как бы, раньше это было дикое место. Вот. Там шлагбаум стоял, я помню, вот в каком году. Меня там еще эти местные накормили здесь. Вот соседи решили меня накормить, у меня совсем нечего было кушать, и вот они мне принесли. Я думал, ein Stück, aber ganzes. Vielen Dank. Вот. И тут эти кабаны бегали, я баллончик там дал одной этой. Они вот
ну, сюда все на машинах заезжали, и здесь они пикник делали. Они, турки, любят такие пикники делать. И обычно до вечера, и потом по домам. Вот. Ну, кто-то, может быть, оставался, там, единицы. Вот. А там, вон там вообще было дикое место. Но я так предполагаю, потому что вот этот пляж, и видно, он уже весь принадлежит вот этому кемпингу. А там надо было как бы заезжать на этот пляж. Короче говоря, кемпинг, видать, эту территорию забрал. Ну, вон, я думаю, там уже немцев, наверное, 90% стоят. Они любят эту тему, поэтому, наверное, для них это все делается. Местные, они только-только, видать, начинают проникаться вот такими вещами. Вот. Я вчера сюда подъехал, вот здесь хотел палатку поставить, но думал, ну, ту крышу я видел, но думаю, ладно, туда вниз не полезу, здесь поставлю. Ну, потом поехал туда, и пока я, короче, ездил, уже все стемнело, поэтому вот, а тут есть еще. Сейчас сюда вниз пойдет дорога. И вот от этого маяка сюда вниз. Вот, посмотрите, видите? Здесь вообще тишина. Тишина, вон там даже стоит еще на отшибе. Вот. Сидеть здесь можно, конечно, хорошо, но вот место для палатки тут, конечно. Точно. Гася. Тропинка натоптанная прям. Ё-моё. Не, наверное, я там не спущусь. Что это? Не знаю. Да. Для морских дел каких-то. Ё-моё. Ага. А это там наблюдательный пункт с пулеметом. Потому что там он. Тут. Ну, к воде есть подход. Фу. Ну вот. Процесс я показывать не стал, чтобы вдруг на камеру не попало мое маленькое достоинство. Тут и так вон зрителей хватает. Вон они. Гугины. Сидят, смотрят. Я когда подошел, они все такие шеи вытянули, смотрят. Что такое? Что за крендель? А я еще в такой футболке в оранжевой. Вот, поэтому. Хочу записать. Вот я, видите, да, собранный. А вот сумочка собрана. Вот. Все вещи, которые мне были необходимые, вот они в сумке. Я вчера заехал в гараж, я его кое-как нашел, как-то там в пещеру надо было спускаться куда-то, где-то как-то там, даже спрашивал там у пацана, где, говорю, гараж отеля. Короче, умудоханный заехал, сумку отстегнул, зашел в номер, все.
присел в кресло, и все. И у меня все есть. Мне не нужно ни спускаться, ни что-то там забыл это в кофре, там у меня там в другом лежало там и так далее. Вот я сумку взял, у меня здесь все. Свежие вещи, вещи, которые нужно привести в порядок, там аппаратуру, которую нужно зарядить, там и так далее, и так далее. Теперь я эту сумочку беру, вот, и пошел. Все, ключики отдал, на мотоцикл прицепил и фига. В общем, вот, все. Я беру сумку и пошел. Устал от чужих городов, я устал колоть этот лед. Я хотел бы уснуть, но нет времени спать. И опять за окнами ночь, и опять где-то ждут меня, и опять я готов идти, опять. Но я верю, что ты снова скажешь эти несколько слов, и тогда я готов оставить след на этом снегу. И я знаю, что мне недолго осталось ждать, чтобы снова увидеть сосны на морском берегу. Под крышами город продолжает жить, и пускай фонари светят ярче далеких звезд, фонари все погаснут, а звезды будут светить. И я верю, что ты Ну что, добро снова пожаловать в Европу. скажешь эти несколько слов, Ну, подождем. и тогда я готов оставить след на этом снегу. И я знаю, что мне недолго осталось ждать, чтобы снова увидеть сосны на морском берегу. Ё-моё! Все тут, что ли? А? Ну иди. А? Какая большая стала. Чё, опа, постарел? А ты чё? Забыла уже, как опа выглядит, а? Видишь как? И я верю, что ты снова скажешь эти несколько